Всем привет! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы про декаккорд и про меня. Поехали! Первый вопрос. Я хотел бы понять, как именно ты пришла к десятиструнной гитаре, как ты научилась на ней играть, потому что это достаточно необычно, потому что техника игры на классической гитаре отличается. Действительно, я пришла в десятиструнную гитару. С классической гитары это были 5 лет музыкальной школы, потом 4 года музыкального училища. И вот после училища я поступила в академию в Москву, сейчас это РГУ имени Косыгина, в класс Никиты Кошкина. И вот именно мой преподаватель Никита Кошкин познакомил меня с этим инструментом. И, естественно, как только я этот инструмент увидела, поняла, что все это мое, без него жить не могу. Следующий вопрос. Думала ли ты когда-нибудь об использовании 8- или 10-струнной электрогитары? И вообще, играл ли когда-нибудь на электрогитаре? О том, чтобы играть на 10-струнной электрогитаре или 8-струнной электрогитаре я думала, но на самом деле передумала по ряду причин. А играла ли я когда-нибудь на электрогитаре? Да, я играла на электрогитаре, и это был такой период достаточно продолжительный, то есть это было где-то, наверное, года 2. Год я на ней играла как самоучка, когда уже закончила музыкальную школу, и после музыкальной школы я поступила в колледж искусств на эстрадно-джазовое отделение, и целый год там постигала электрогитару. Играешь ли ты на 6-струнной гитаре? В строях не путаешься? На 6-струнной гитаре сейчас я играю только тогда, когда обучаю своих студентов и своих учеников. Сейчас играю только на декаккорде, поскольку там просто поле непаханное. Марина, а ты будешь в этом году на фестивале «Золотые грифы» играть? У меня есть один проект, который хотелось бы публике представить. Единственное, я не уверена, насколько это подойдет под формат именно камерной музыки, поскольку это декаккорд с другим инструментом, но вот этот инструмент неизвестно, признают ли его достойным и полноценным участником ансамбля или нет. Если да, то вы увидите это вживую. Если нет, то увидите на моем YouTube-канале и на моем грядущем втором альбоме. Марина, а можете посоветовать годный гайд или что-то в этом роде по записи классики в домашних условиях? Не могу. А вот сама тема того, как записать классическую гитару дома, она на самом деле достойна отдельного ролика. Обещаю, что запишу отдельный ролик достаточно скоро, где все объясню, покажу и расскажу. Следующий вопрос. Марина, а не могли бы вы в одном из видео осветить вопрос звукоизвлечения и правильности постановки правой руки на классической гитаре? Как раскрепостить руку, как лучше ее удерживать во время игры? Почему на одного гитариста смотришь и видно, что в быстром исполнении у него зажимается кисть правой руки, а у другого кисть неподвижна? Извлечение идет одними пальцами, и такое впечатление, что человек словно играет, отдыхает во время игры. Вот, как такого раскрепощения достичь? Как ставили правую руку вам? Что советовали педагоги? Какие сложности возникали при этом? Я просто наблюдаю, что поставить руку правую, чтобы не зажимать ее во время игры, непростая задача. Конечно, можно играть и одним пальцем, но ежели мы касаемся классической музыки, то тут все сложнее, и напряженной рукой быстро и прекрасно трудно уже играть, а главное напряжно. Можете ли что-нибудь посоветовать насчет постановки правой руки? Как, в принципе, добиться правильной, естественной постановки? Этот вопрос, как и предыдущий, достоин отдельного видео, в котором я подробно все расскажу, но чтобы вопрос совсем без внимания вот именно на данный момент не оставить, скажу вот что. Нельзя говорить именно конкретно только о постановке правой руки вне посадки с инструментом. То есть просто поставить там правильно правую руку и самому изогнуться просто как крикозябра. Тут правильная постановка правой руки тогда не поможет. То есть нужно рассматривать именно в комплексе посадки и школы. Посмотрите видео Казухита и Машиты, Владимира Микулки, Дмитрия Нилова, Габриэля Бьянка, Томаса Вилату, Пепе Ромеро, к примеру, и сравните, как у них стоит правая рука, как они сидят, абсолютно по-разному, но тем не менее все играют очень хорошо. Это значит, я не пытаюсь сказать, что безразлично, как сидеть. По моему мнению, постановка правой руки, вот именно в комплексе посадки, дает какие-то результаты, учитывая физиологические особенности человека и, в принципе, какой школы он придерживается изначально. Сколько весит декаккорд? Можно ли его вешать на ремень? И если можно, есть ли баланс? Или ни при каких условиях не планируете играть стоя? Декаккорд весит примерно столько же, сколько и классическая гитара, но чуть-чуть потяжелее, поскольку более толстый гриф, более длинная головка грифа и более толстая дека. На ремень его вешать я на самом деле планирую попробовать. С балансом у декаккорда все не так просто. Гриф тяжелый, он гораздо тяжелее
корпуса, и поэтому тут все отличается несколько от классической гитары по ощущениям. Возможно, будет неудобно играть стоя, но попробовать все-таки хотелось бы. Вопрос про электродекаккорд. Планируете ли когда-нибудь играть на электродекаккорде? Да. Но только смотря, что вкладывать в эти слова. Я иногда говорю, что собираюсь электрифицировать декаккорд, но некоторые зрители понимают это так, что я куплю электрогитару 10-струнную и начну... Этого не будет. Никогда не слышал про такие струны, как пирамид. Где можно прочитать, почему вы даете предпочтение этим струнам? До того, как я на них наткнулась, я сама про них не слышала. Качество струн у них прекрасное, мне очень нравится. Я как раз 2 месяца назад впервые попробовала их верхние струны. До этого я заказывала только басы пирамид. Мне очень нравится их звучание, но в то же время яркое и мягкое. И что еще мне в них очень понравилось в струнах пирамид, несмотря на то, что они никакие не lightly polished или что-то в этом роде, басы свистят гораздо меньше. Здравствуйте, Марина, у меня есть некоторые вопросы по посадке с гитары. Я слышал, что подставка под левую ногу в классической гитаре не очень верный ход с физиологической стороны. Говорят, что лучше использовать суппорт, который ставится на бедро левой ноги и подпирает корпус гитары, а ноги исполнителя в это время плотно и, естественно, достают до пола. То есть, получается, использовать суппорт лучше? Спрашиваю, поскольку никогда не использовал такую штуку, а подставки под левую ногу и правда есть недостатки. Хочу спросить ваше мнение на этот счет. Как лучше сидеть с классической гитарой? Сколько классических гитаристов играют в классической посадке или в посадке с подставкой, и сколько гитаристов играют с суппортом. Вот сравните, станет понятно. В посадке с подставкой есть какие-то неудобства для людей, например, там может болеть колено, там затекать нога, но это опять же, затекает нога, значит неправильно распределяется вес тела, когда вы сидите с гитарой. А болит колено, ну его размять можно, там спортом заниматься, но зато преимущество в том, посадки с подставкой, что больше контроль над инструментом. Когда он стоит на суппорте, конечно, ногам-то удобнее, вот ты сидишь, все замечательно, но контроль над гитарой меньше, как на мой взгляд. Некоторые гитаристы выбирают суппорт по каким-то своим определенным причинам, может быть, это здоровье или проблемы, которые с ним возникли, там, со спиной, с ногами, еще с чем-нибудь. Но на самом деле ведь большинство гитаристов выбирают все-таки подставку под левую ногу, и я попробовала разные варианты. У меня был суппорт треугольником и всякие там присоски и так далее. Но в итоге я снова вернулась к посадке с подставкой под левую ногу. Больше контроля. Тут нужно просто понять, какой у тебя приоритет. Нужен контроль над игрой, над гитарой, либо чтобы тебе удобно было. Но если все правильно, с подставкой под левую ногу должно быть достаточно удобно сидеть. Последний вопрос. Здравствуйте. А на что записываете звук? Как раз к вопросу о домашней звукозаписи классической гитары. Сейчас я быстренько покажу, на что я записываю звук, а давайте так договоримся. Следующее видео у меня будет о том, как записать классическую гитару в домашних условиях. Значит, на что я пишу звук? Во-первых, с недавних пор это вот этот вот рекордер Zoom H6, очень хорошая штука. Избавляет от многих проблем и плюс отличное качество записи. Второе. Я пишу с нескольких источников. Второе — это микрофон AKG C451B, конденсаторный микрофон, вот такой вот. Тоже я им довольна. Как обращаться с конденсаторным микрофоном, как выбирать звуковую карту, которая к нему подойдет, это я как раз в следующем видео расскажу, так что обязательно его посмотрите. И третий микрофон, которым я пользуюсь, это внутренний микрофон для акустических гитар, Mic Me. Вот такой вот. Внутрь гитары вставляется на такой специальной липучке микрофон. Вот, есть такой маленький преамп с эквалайзером. Мне нравится в этой штуке как раз то, что у меня получается снимать звук снаружи гитары и изнутри гитары, и из этого смешивать такой один общий тембр, который наиболее близок к естественному. Вот это мне нравится. И звуковая карта, которую я раньше использовала при звукозаписи, а сейчас уже благодаря Zoom использую только при обработке. Это звуковая карта Zoom UAC 2. Вот такая. Для записи классической гитары, акустической гитары это очень хороший вариант. Как раз в следующем видео я про нее расскажу, покажу, как этим всем пользоваться. Спасибо за внимание, смотрите следующее видео, подписывайтесь, ставьте там